Сперва я хотел сделать сразу же покадровый разбор показанного геймплея по Starfield, но потом понял, что это будет вновь объем хронометража, как у Hogwarts Legacy, на час точно, и придется разбивать его на серию видеороликов. А потому начать я решил с предварительного общего впечатления от показанного, без углубления в детали, которые будут в следующих видео. Первые живые эмоции можно поглядеть в записи прошедшего стрима, показ которого пока не заблокировали, хотя и забросали жалобами по авторскому праву. Но если подходить к увиденному взвешенно, не на скорую руку, а пересмотрев геймплей несколько раз в высоком качестве, то у меня складывается твердая и четкая позиция по увиденному. Во-первых, сразу же хочется ответить на самый частый вопрос касаемо графики. Мнения у людей разделились. Все, что я говорил на стриме, повторю еще раз. Мне графика очень понравилась. Именно графика, то как проработаны модели персонажей и оружия, какая детализация у звездолетов и городов. Что касается анимации, к ней есть вопросы. В некоторых местах лица кажутся неживыми, в некоторых сценах лицевая анимация отличная. Также не понравилась текстура кожи, люди выглядят какими-то пластмассовыми, еще и с глянцем, который делает лица еще более пластиковыми. В остальном же мне очень нравится, как все выглядит, с поправкой на то, что студия делает именно уклон в реализм, а не художественную составляющую. Касательно детализации планет, которые искусственно сгенерированы, то тут тоже возникли вопросы. Выглядят они довольно пустынно. Но с другой стороны, снова возвращаясь к тому, что компания игру представляла как NASA Punk, а не космическая фэнтези, то сразу все встает на свои места. В общем, по части графики я больше доволен, чем нет. Но к ней более подробно я вернусь в покадровых разборах, когда будем разбирать каждую сцену в отдельности, а потому подпишитесь на канал, дабы не пропустить все следующие выпуски. Также с первых кадров меня порадовало управление персонажем с видом от третьего лица. Неужто его сделали удобным на геймпаде? В Fallout и Skyrim персонаж ощущался инвалидом, особенно после управления в играх от Ubisoft или Sony. Мне момент вращения камеры вокруг персонажа и приближения при прицеливании очень понравился. Я помню, совсем недавно испытывал дискомфорт, когда запустил на геймпаде Fallout 4 с видом от третьего лица. Играть было практически невозможно. В сети, да и в нашей группе ВК гуляет множество страхов насчет рандомной генерации. Очевидно, она в игре будет, это факт. Но давайте вспомним ранние заявления Тодда Говарда касательно этого момента, а также его свежие высказывания, которые прозвучали буквально на днях. Локации все так же создаются вручную. Генерация лишь позволяет ускорять некоторые процессы. Все, что будет в рамках сюжета, побочных заданий, так же как и в Fallout и в Skyrim, все это будет сделано вручную. А все, что касается исследования космоса в поиске редких минералов и полезных ископаемых и постройки своих баз для добычи ресурсов, это, конечно, все будет сгенерировано автоматически. Это и не хорошо, и не плохо. Это просто есть, и уверен, придется по вкусу тем, кто любит игры такого уклада. И думаете, таких людей мало? Поглядите на Майнкрафт. Там игра, в которой территория генерируется буквально на глазах игрока. А основной смысл игры, по сути, это крафт и добыча ресурсов. Но добавьте к этому еще графику, какую нам показали в геймплее, и добавьте также тысячи модов на уже готовые базы и населенные пункты, которые начнут клепать мододелы. Игра автоматически превращается в бесконечный мир. Остается вопрос в том, как много будет рандомных событий и как сильно они будут отличаться друг от дружки. Катаклизмы, нападения пиратов, прилеты рандомных торговых космических купцов, нападения диких зверей и прочее. Чтобы игра все время подкидывала цели и занятия. Но если не интересует такое времяпровождение, на эти планеты можно и не залетать, ведь они будут просто, как и в других играх про космос, чисто в качестве декораций, мимо которых ты пролетаешь. Просто было бы глупо, если бы мы летали в космосе, в котором вообще нет планет. А если захочется посещать только населенные, проработанные города и локации, то побочные квесты и главный сюжет проведут по таким местам. Сюжетная линия, по словам Тодда Говарда, 30-40 часов. В прошлых играх она составляла 25-27 часов. Добавьте к этому еще побочные квесты, задания от фракции, а потому переживать по этому поводу вообще нет смысла. Помимо этого, Пит Хайнс подтвердил в интервью 14 числа, что квесты можно будет выполнять разными способами, а также самому решать, что и в каком порядке выполнять, какими вещами заниматься, а что игнорировать. В этом плане игра будет давать полную свободу, а также реиграбельность. Как я это вижу? Да так же, как и в Skyrim. Не в каждую пещеру вел какой-то квест. Некоторые из них ты мог найти случайно, и уже при посещении начиналось рандомное задание. А потому какие-то квесты ты и вовсе мог пропустить. А если ты выполняешь основную ветку задания или же задание гильдии, то тебя мотает именно что по тем локациям, которые созданы руками разработчиков, со своими заскриптованными событиями, а где-то и вовсе закрытыми путями, которые можно открыть только начав определенный квест. Так и тут получается, что для тех, кто хочет следовать по сюжету или по заданиям фракции,
аттракции или по поручениям жителей городов будут посещать проработанные космические пещеры, базы и прочие места. И как я понимаю, они будут находиться в заселенных областях, в той галактике, где есть жизнь. Это ровно то, про что нам говорили ранее. События будут протекать в определенной зоне, в которой будут входить некоторые системы. Именно они создавались вручную, и именно в них будут встречаться основные события, а также именно там будет основное исследование уникальных локаций, которые, кстати, сразу помечены на галактической карте. Нам это показали в геймплее. Не придется бороздить безжизненные пространства, чтобы найти какую-то пещерку. Достаточно сразу высадиться в нужной точке на планете и исследовать неизвестное место. Это как если бы вы шли по Скайриму и на компасе увидели черную отметку неисследованного места. Направились в ее сторону, пришли, открылось название, зашли и начали изучать. Тут все переносится на планеты. Среди множества планет будут встречаться такие, на которых есть такие же неоткрытые отметки. Высаживаетесь на планету и начинаете изучать. Как сказал тот Говард на днях, должен отметить, что для этой игры мы сделали вручную больше контента, чем когда-либо. У нас будет более 200 тысяч строчек диалогов, так что ручной работы у нас все равно очень много. И если люди просто хотят заниматься тем, к чему привыкли в наших играх, пройти основной квест и всякие цепочки миссий, то они получат как раз то, чего ждут. Собственно, так я и предполагал, и мне пришлось даже изменить в этом ролике мои предположения на официальное подтверждение от Тодда, которое появилось в момент работы над этим видео. А потому это будет все та же крупная RPG от беседки, какие мы любим. А вот если уже захочется поискать какие-то залежи редких ископаемых, чтобы на них разместить свою базу по добыче и сбору, то можно просто рандомно высаживаться в любой точке планеты и искать их. Или, как сказал тот, просто полюбоваться закатом на какой-нибудь из необитаемых планет. Тут уже тот самый NASA Punk в чистом виде. От Хана Соло, где сюжет, события, уникальные места, игра сможет переходить в ту самую космическую программу по поиску хоть чего-то полезного среди огромных безжизненных пространств. Вполне себе натуралистично. Ну а если это вам не подходит, то никто и не будет заставлять это делать. Пит Хайнс подтвердил, что в игре будет слишком много свободы, и каждый сможет играть в игру так, как он захочет, в соответствии со своим стилем прохождения. Когда речь зашла про генерацию планет и сбор ресурсов, многие сразу начали видеть связь с No Man's Sky. Да я и сам на стриме назвал Starfield No Man's Sky на максималках. Но есть одна большая разница. Если там все основное время и основной геймплей это сбор и переработка ресурсов, а квесты это нечто второстепенное, то в Starfield все наоборот. Посещение сгенерированных планет в поиске ресурсов и постройке баз это для тех, кто любит возиться в игре уже после того, как прошел сюжет. Прошел все второстепенные квесты, исследовал вручную созданные локации, открыв все темные отметки на планетах. Это для тех, кто одними из первых ставил моды на режим выживания в Скайриме, и тех, кто там после 200 часов таки не закончил основной сюжет, так как к нему даже не приступал, а занимался разбором и созданием тысячи железных кинжалов у кузнеца, чтобы прокачать навыки и создать убер-оружие. Если бы игра была только про гринд на автоматически сгенерированных планетах, то она бы вышла гораздо раньше, возможно, вместо Fallout 76. Но как раз все основные подразделения Bethesda Game Studios были брошены на разработку Starfield, а Fallout 76 отдали небольшой компашке из Battlecry, которые вошли в состав беседки. И спрашивается тогда, зачем нужно столько сил, чтобы просто нагенерировать пустых пространств и все? Дальше развлекайте себя сами. Очевидно, что это такая же крупная полномасштабная игра в стиле Bethesda Game Studios с огромным количеством возможностей и ручным уникальным контентом. Игра долгострой. И тут мы плавно подходим к некоторым моим реальным опасениям. То, что в игре будет масса ручного контента, у меня сомнений нет. То, что не обязательно заниматься гриндом и строить базы, Пит Хайнс уже подтвердил. Тут переживать не о чем. А вот то, что игра начала разрабатываться в тот период, когда компания испытывала различные финансовые проблемы, когда компанию начало мотылять из стороны в сторону после череды неоднозначных решений и провалов, а затем и вовсе присоединения к команде Xbox. Игра, которая начала создаваться на старой версии Creation Engine, так как приступили к ней сразу после выхода Fallout 4 и уже по ходу создания началась реконструкция движка. Игра, которая начинала делаться под старые консоли, но по итогу разработка перешла к новому поколению. И потому меня волнует больше техническое состояние игры, каким оно будет. Многие уже заметили, что даже в показе геймплея были заметны просадки FPS. Где-то освещение было достаточно устаревшим, и недаром уже сегодня висят вакансии от Bethesda Game Studios о поиске специалистов по освещению, а также по работе с движками. То есть по факту, как и говорил тот, изменения переделки движка мы увидим уже в Starfield, а еще больше изменений
изменения уже в TES-6. Но тут как в той старой поговорке, коней на переправе не меняют. И собственно со Starfield'ом это и вышло. Вроде как движок 2.0, но по факту это незаконченная версия 2.0 движка. И возможно покупка компании Microsoft даже спасла Starfield от провала, так как известны слухи, что от той же механики космических полетов и сражений в какой-то момент пришлось и вовсе отказаться. Разработка была затруднительна, финансовые проблемы. После покупки майками появилось множество вакансий, штат стал сильно расширяться. И возможно многое из того, что мы увидели в показе, было добавлено в игру буквально в этот период, после приобретения компании. А потому некоторые элементы могут показаться сырыми. Плюс наложим на это все ковид, из-за которого команда последние 2 года работала исключительно по удаленке. И по словам Пита Хайнса, это одна из главных причин, по которой случился перенос релиза. Все это может очень сильно сказаться на конечном результате. И сейчас я уже даже рад переносу игры, так как наконец-то появились все возможности, появились новые специалисты. И как мы видим, полеты и космические перестрелки все-таки есть в игре. А сколько из всего показанного было сделано так же, буквально в короткие сроки, это остается загадкой. Как тестировать такую масштабную игру, я просто не представляю. А потому я на 100% уверен, что многочисленных багов не избежать. Нужно сразу готовиться к этому и ожидать всевозможных патчей, а также фанатских модов, которые все это будут править. Ведь это все такая же крупная игра, какими были Skyrim и Fallout. Но плюс к этому еще приплюсовывайте целый практически Майнкрафт. Но не с кубами, а с фотограмметрией, детализированными моделями, с полноценными NPC, с диалоговой системой, которая будет включать в себя еще особую социальную систему по убеждению, со стрельбой из различного вида оружия, с крафтом, с полетами в космосе, с проработанными лицами и далее по списку. Даже город Новая Атлантида, со слов Тодда Говарда, самый большой город и всех, какие они когда-либо создавали. Это как множество игр разных жанров запихнуть в одну игру и сказать «работай». Это мое первое общее впечатление от показа геймплея и общие мысли. А более детально разбирать сцены, графику, анимации, а также различные элементы, которые нам показали, уже будем в следующих роликах. А потому обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если ждете разбора геймплея, а также свежих интервью от Тодда Говарда и Пита Хайнса. А я напоминаю, что YouTube подключил монетизацию, а потому дела совсем худо. Брать мотивацию на монтаж из воздуха стало сложнее. А потому приглашаю вас на мой бусти, где вы можете оформить подписку всего за 70 рублей в месяц. Это как цена на бутылку санкционной Кока-Колы. А за поддержку я вам скажу огромное спасибо. Ну а с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.